Как сделать красивую, удобную кухню своими руками и при этом вложиться в разумный бюджет. В этом видео мы подробно покажем изготовление оригинальной практичной кухни и поделимся экспериментальными решениями, которые нам удалось удачно в ней реализовать. Для тех, кто видит нас впервые, мы с супругой рискнули построить каркасный дом и продолжаем наполнять его интересными идеями. Тема строительства собственного дома тебя когда-нибудь зацепит, поэтому наш опыт, которым мы делимся в этих роликах, точно станет для тебя полезным. Подпишись на наш канал. Кухня – это самая главная комната, на которой кроме чайника также кипит основная жизнь в доме. А из-за обильного оснащения бытовыми приборами она также является технически сложной и самым дорогим по стоимости помещением в доме. Поэтому при проектировании и изготовлении кухни ей нужно уделить максимально пристальное внимание. Кстати, о полной стоимости нашей кухни и рациональности ее изготовления своими руками я расскажу в конце этого ролика. Так как проект для нашего дома мы полностью изготовили сами, то и размещение и размеры кухни мы также продумали заранее. Все помещения в доме мы ориентировали по сторонам света. Кухню решили разместить на восточной стороне дома, чтобы при завтраках утреннее солнце хорошо пробуждало. Ее размеры 2,5 на 2,9 метра. Это составляет чуть больше 7 квадратных метров общей площади. И на этой сравнительно небольшой площади нам удалось не только разместить все необходимое, но также сделать кухню удобной в эксплуатации. Замечу, что наша кухня частично открыта и совмещена с большим открытым пространством гостиной. Их совмещает широкий проем, в котором зонально эти помещения делит обеденный стол. Этот обеденный стол также работает как дополнительная рабочая поверхность для приготовления блюд. Основная рабочая поверхность прямолинейная с протяженностью на всю длину комнаты. По ее краям мы разместили раковину и электроплиту. Существует золотое правило, когда три основных прибора кухни, такие как холодильник, раковина и плита, размещаются строго по треугольнику. Так их использование будет максимально функциональным и удобным. Естественно, холодильник мы разместили возле проема, чтобы путь к нему от дивана с гостиной был максимально коротким. К мойке на кухне мы подвели три ветки водоснабжения. Это линия холодной, горячей воды, а также ветка очищенной питьевой воды. Дабы сэкономить фильтра для питьевой воды, ко всем кранам в доме мы протянули дополнительную линию. В этой ветке я разместил 4 отдельных 10-дюймовых колбы, в которых размещаем картриджи сугубо для очистки только питьевой воды. Об инженерных системах нашего дома еще будет видео, так что там я расскажу об этом более подробно. На кухню мы также завели один выход приточной вентиляции, а с вытяжной вентиляцией справляется вытяжка над плитой. Часть бытовой техники, такие как посудомойка и микроволновая печь, мы врезали в перегородку между кухней и коридорным помещением. По сути, большая их часть находится в шкафу, который мы сформируем в входном коридоре. Так они занимают минимально полезного пространства в самой кухне. Ширина обеденного стола составляет 64 сантиметра. Учитывая его длину в 145 сантиметров, этой площади вполне достаточно для комфортного размещения семьи из 4 человек. Для комфортного приготовления пищи ширину основной рабочей поверхности мы расширили до 80 сантиметров. А еще большей площади ей придает примыкающий вровень подоконник углового окна. Угловые окна, которые мы сделали самостоятельно, это тот элемент, который призван придать дому оригинального внешнего вида. Но и интерьеру кухни он придает особого шарма. Готовя еду или обедая, можно наблюдать за внешним миром. А при временном отсутствии высокого забора за нами наблюдают прохожие. И единственным способом от них зашториться на кухне являются жалюзи. Они также помогают приглушить освещенность в жаркие летние дни. По сути, вся мебель на кухне врезная, станционарная. Она привинчена к полу и стенам, это придает ей устойчивости и монолитности. Да, сделать легко перепланировку кухни не получится, но по сути такая задача нами и не ставилась. Хорошо продуманная планировка кухни будет функциональна всю жизнь дома, и бессмысленные перестановки ей вовсе не нужны. Каркас для обеденного стола и столешницы изготовлен из рейки с сечением 40 на 40 мм. Простые соединения в стык промазывались столярным клеем ПВА и фиксировались 80-м саморезом. С подобным каркасом я изготавливаю почти всю мебель в доме, и нигде он не проявил слабину.
Каркас для навесных шкафов изготовлен из рейки с сечением 40 на 25 мм, которую с обеих сторон мы обшили гипсокартоном. В основном мы использовали остатки и обрезки гипсокартона после обшивки стен. Так нам удалось немного сэкономить. Для износоустойчивости полки в шкафчиках изготовили из 6-мм фанеры. Шпаклевать идеально внутреннюю поверхность шкафчиков мы не стали. Грубо зашпаклевали швы и покрасили акриловой краской. За счет того, что каркас шкафчиков намертво привинчен прямо к каркасу дома, их прочность получилась настолько высокой, что они выдерживают точечно даже вес человека. Поэтому перегрузить их по всему объему вряд ли удастся. В качестве поверхности для столешниц мы использовали керамогранитную напольную плитку, основой под которую стало 2 склеенных между собой слоя гипсокартона. Гипсокартон мы прикрутили к деревянной столешнице, а поверх него с помощью плиточного клея приклеили шлифованную керамогранитную плитку с толщиной в 9 мм и внешними размерами 60 на 60 см. Керамогранит не боится влаги, устойчив к царапинам кухонным ножом и шероховатости керамической посуды, и при этом керамогранитная столешница смотрится очень стильно. Более практичного и простого в изготовлении решения для столешницы своими руками просто не найти. Тем более, что такое решение получается сравнительно бюджетным. Единственным недостатком керамогранита его торцы нужно защитить от сколов. Для кухни мы использовали обычную нержавеющую мойку, которую врезали под керамогранитные плитки. На одном из примыкающих торцов плитки уже успели разбить кружку, и здесь появился небольшой скол. Поэтому не заморачивайтесь с врезкой мойки под столешницу и накладывайте ее поверх проема. А вот заморочиться с фреской индукционной плиты вровень с столешницей все же стоит. Так делать влажную уборку будет само удовольствие. Все швы на столешницах мы заделали с помощью полиуретанового герметика серого цвета. Так плитка имеет возможность расширяться от неравномерного нагрева. После заселения в новый дом в течение 1,5 лет кухня находилась в таком незавершенном состоянии. Фасады нам заменяли отрезки старых штор, а выдвижных ящиков и вовсе не было. И вот настал момент, когда мы решили уделить внимание самой главной комнате в доме. Выступающие торцы на шкафах мы задекорировали МДФ планкой черного цвета. Весь объем под главной рабочей столешницей мы решили заполнить выдвижными ящиками. Пользоваться ими значительно удобнее, чем полками с распашными дверьми. Так как объем наших ящиков достаточно велик, то для них нам потребовались надежные направляющие. С их выбором нам помог тот же YouTube. Мы нашли обзор подходящих для нас роликовых направляющих полного выдвижения и с плавной дотяжкой. Из этого же видео мы попали на крупнейшего поставщика мебельных комплектующих, компанию VR, которая также поставляет плитные материалы с услугами их порезки. Там же мы заказали заготовки для выдвижных ящиков из ламинированного ДСП и МДФ фасады с поклейкой фасадной пленки. Ассортимент на их сайте огромен. Особенно порадовал конструктор заказа VR Pro. Это удобная программа для дистанционного заказа услуг и материалов. Задав размеры для выдвижного ящика и выбрав материал, на выходе эта программа выдает размеры всех заготовок, требуемых для его изготовления. И что очень приятно, сразу же считает итоговую цену. То есть можно поиграться с разными материалами и найти приемлемый по цене вариант. Через VR Pro мы также подобрали материал для фасадов и, получив общую сумму, сравняли с нашими местными мебельными мастерскими, которые проиграли VR по цене, ну а про ассортимент я и вовсе молчу. Доставку мы заказали от компании, хотя они отправляют и другими перевозчиками. Упаковано все было хорошо, и даже с нашей разгрузкой все осталось целым. Качество материалов и порезки идеально. И VR это та фирма, которую смело можно порекомендовать. Изначально мы рассматривали бирюзовый цвет как вариант отделки фасадов, но все же яркая бирюзовая кухня выбивалась бы из общего дизайна дома. Поэтому бирюзовыми решили оставить только внутреннюю часть ящиков. Сами ящики собирались очень просто, практически как детский конструктор, особенно с применением эксцентриковой стяжки Minifix. В
сумме на нашей кухне будет 5 выдвижных ящиков. Два верхних ящика имеют высоту 20 см, и в них будут размещаться все предметы, которые нужны в быстрой доступности. Ящики, расположенные снизу, имеют высоту в 35 см, и в них легко поместится вся крупногабаритная кухонная утварь. Окантовку столешниц и плинтуса мы изготовили из дубовой доски с шириной в 100 мм, которой придали черной грубой текстуры с помощью обжига. Из дуба также изготовили угловые специальные вставки, к которым будет крепиться петля лифт. После обжига дуб чистим щеткой и покрываем яхтенным лаком с матовой текстурой. Угловые вставки также создают зазор для свободного открывания фасадов, которые находятся друг к другу под 90 градусов. Практически во всем доме мы используем широкие деревянные плинтуса, и они имеют ряд преимуществ, спокойно выдерживают удары ногами и защищают стены от мокрой швабры. Хотя на кухне это более декоративное решение, так как большая часть стен облицована керамогранитной плиткой. Из этой же керамогранитной плитки облицована небольшая часть фартуха, обрамляющая плиту. Роликовые направляющие крепили к закладным элементам, которые врезаны в речный каркас столешницы. Равнять их по горизонтали было удобно с помощью лазерного уровня. Количество деревянной отделки в нашем доме и так много, поэтому видеть имитацию дерева на фасадах нам не хотелось. В качестве отделки фасадов мы выбрали ПВХ-пленку средневековый антрацит. Она имеет матовую текстуру и имитирует грубо обработанный серый камень, который по цветовой гамме отлично вписался в наш интерьер. Ссылочку на этот материал я оставлю в описании. Фасады я также равнял с помощью лазерного уровня, а закреплял их с помощью 4 саморезов, закрученных через лицевую панель ящика. Посадочное место под петли для фасадов я засверливал с помощью специальной фрезы. Чтобы не просверлить фасад насквозь, я контролировал углубление фрезы по верхней кромке. На дверцах я использовал петли с плавной дотяжкой. За плавность закрывания отвечает маленький амортизатор, размещенный внутри петли. Но так как все дверцы шкафов у нас открываются вертикально и их значительный вес компенсируется дополнительным амортизатором, то эффекта плавной дотяжки от такой петли не ощущается. И здесь можно было сэкономить и использовать обычную петлю без дотяжки. Для всего ряда верхних шкафчиков мы использовали петлю лифт, так как обычная мебельная петля задавала неправильный зазор. У этой петли есть достаточно мощная пружина, которая сможет справиться с подъемом легкого фасада. В нашем случае и эти узкие фасады получились неподъемными для этой петли, поэтому и здесь мы добавили по дополнительному амортизатору. Проем для микроволновки я решил задекорировать рамкой из МДФ. Для этого один из фасадов заказал с толщиной в 10 мм. Для разметки МДФ я обклеил малярным скотчем. Скотч также защитит поверхность фасада от царапания подошвой лобзика. Черновой проем я вырезал с помощью электролобзика, оставляя зазор до чистовой линии в размере 1-2 мм. Эти пару миллиметров я равнял с помощью ручного фрезера с кромочной фрезой, подшипник которой направлял алюминиевый профиль, прикрученный к обратной стороне фасада. Чтобы рамка стала вровень с плиткой, в основу под нее я вкрутил 4 опорных самореза, которые выровнял с помощью рейки шаблона.
Рамку закрепил с внутренней стороны с помощью термоклея, а швы примыкания с плиткой заделал аквариумным силиконовым герметиком. Он имеет отличную адгезию и намертво фиксирует рамку. Проем и другую обналичку мы декорируем с помощью обожженных деревянных элементов. Здесь мы использовали обычную сосновую доску, которую нарезали в размер. Затем эти заготовки простружили на станке. Нижняя часть нашей стены выполнена из газобетона. С ее помощью мы приподняли весь деревянный каркас дома от флаги. Но так как каркасные стены значительно уже от газоблоков, то по всему периметру первого этажа сформировался выступ на уровне подоконников, который мы также задекорируем деревянным элементом Г-образного сечения. На этом элементе мы решили изготовить держатель для кухонного полотенца. В двух дубовых заготовках мы просверлили отверстия для трубки. Потом приклеили их к основной доске. В элементах, обрамляющих проем, в будущем будет изготовлено освещение обеденного стола. И для ее электроразвязки я заранее сделал углубление. Да, и эти элементы мы также обрабатываем огнем, прожигая их на глубину 1-2 мм. Если вы еще не поняли, у нас пунктик насчет обожженной доски. Из нее у нас сделаны все двери, большая часть элементов интерьера и даже в детских спальнях. И практически весь фасад также выполнен из обожженной доски без какой-либо дополнительной обработки. Из разумного пояснения, нам просто нравится обожженная грубая текстура дерева и ее натуральный практически черный цвет под лаком. Друзья, в природе человека окружает достаточно темных цветов, включая черный. Поэтому для восприятия в интерьере это нормальный спокойный цвет. Тем более, что черные элементы в дизайне смотрятся очень стильно. На большинстве обожженных элементов трещинки и изъяны добавляют особого шарма, но на горизонтальных поверхностях, особенно возле кухонной мойки, в них сможет скапливаться грязь. Так что на таких элементах изъяны я замазываю с помощью самодельной шпаклевки, который изготавливаю из того же лака, добавляю в него пыль древесного угля и немного аэросила. Это декстротропная добавка, которая убирает текучесть, но можно обойтись и без нее. Смешиваем компоненты до консистенции пасты и с помощью резинового шпателя заполняем и сглаживаем неровности. После лакировки цвет всей детали выровняется и будет выглядеть естественно. Хотя в том же VR выбор мебельных ручек просто огромен, но нам захотелось изготовить их самостоятельно, чтобы они хорошо вписались в общую стилистику. А также наши ручки обойдутся практически бесплатно, что также сэкономит бюджет на кухню. Нарезаем дубовые рейки. Торцуем их по длине. Калибруем электрорубанком до сечения 20 на 25 мм. С помощью кромочной радиусной фрезы делаем выемку для зацепа пальцами. Естественно, обжигаем. Чистим золу.
и вскрываем матовым яхтенным лаком. Ручки получились стильные, стоимость практически нулевая и удобны в использовании. Для позиционирования ручки мы также сделали простейший шаблончик. Ну вот, работы по кухне практически закончены. Общий объем 5 выдвижных ящиков составил 450 литров. И этого уже достаточно, чтобы разместить почти всю кухонную утварь. Хотя в удобной доступности есть еще и верхний ряд шкафчиков, объем которых составляет уже 900 литров. Ну а для заядлых плюшкинов есть еще и второй верхний ряд шкафчиков, который идет по периметру потолка. И их общий объем составляет уже 1500 литров. Общий объем места для хранения достиг почти 3000 литров. Этого с избытком хватит для хранения не только кухонной утвари, но и серьезного запаса провизии. Хотя в нашем доме есть еще и удобный подвал. Жене удалось загрузить кухню максимум на 30%. Из незаконченных работ осталось только доделать освещение. Мы планируем сделать подсветку рабочей столешницы, освещение обеденного стола, а также смастерим какую-нибудь оригинальную потолочную люстру. Кстати, если у тебя есть идеи по освещению кухни, поделись ими в комментариях, будем безмерно благодарны. Себестоимость всей нашей кухни, включая мебель, отделку и наполнение бытовой техникой, составила $2600. Естественно, бытовая техника заняла большую часть от этой суммы. И да, на данный момент это получилось самое дорогое помещение в доме. Ну а себестоимость всего нашего дома в 120 квадратных метров на данный момент составляет $23 000. Друзья, подобную кухню я изготавливал впервые. Конечно же, не обошлось без трудностей, но все же все задуманные решения я реализовал. Ну а теперь отвечу на самый главный вопрос: стоит ли заморачиваться с изготовлением кухни своими руками. Если у тебя есть свободное время и желание немного сэкономить, а самое главное, ты любишь мастерить своими руками, то собственноручное изготовление кухни — это твое. Оно поможет сэкономить немного денег, а в списке достижений поднимет твое эго. Но если твое время слишком ценно, а от самой мысли о ручной работе у тебя уже болит голова, то для тебя будет проще рассчитать полностью все комплектующие в той же программе VR Pro, заказать мастера для итоговой сборки и установки бытовой техники. И это решение выйдет для тебя более рациональным. Материалы для этого видео мы снимали в течение пары лет, и надеемся, наш опыт станет для тебя полезен, и ты поддержишь наше развитие лайком, репостом и длинным комментарием. И не забудь оценить это видео вот здесь. С вами был Гена, канал My Galaxy, жизнь своими руками. Посмотри другие наши видео, их полезность ты оценишь.